дорогие мои друзья, меня зовут Жанна, и мы приветствуем всех на своем канале. Сегодня у нас снова и снова прекрасная солнечная погода, светит солнце, людей полно, потому что сейчас, сегодня, завтра в Италии памятные дни по усопшим, родным и близким, и все съезжаются сюда на эти святые дни. Сейчас мы тоже с Массимо едем на кладбище проведать родных и близких, ну, его папу в частности. Saluta Massimo. Buongiorno a tutti. Oggi è una bellissima giornata, stiamo andando a fare una visita speciale. Bella giornata pure oggi, ho raccontato già che sono tante macchine in giro, a prima mattina, che ore sono? Vabbè, sono le 9, уже 9 часов утра у нас, но я сегодня проснулась в 5 утра, можете себе представить. Мне было так душно, что я подошла к двери, хотела подышать балкон на воздух, и что вы думаете, я оттуда чувствовала только горячий воздух в 5 утра. Потом в 7 немножко стало слегка освежаться. Воздух стал немножко прохладненьким, ну и сейчас опять вот жара. Не знаю, в этом году такие глобальные перемены с погодой везде, по всему миру, что просто не знаю. Ну а сейчас, да, сейчас вот и трафик, пробки, впереди закрыт шлагбаум, а где открыто, там надо постоять. Сегодня и завтра. Завтра вообще красный день по календарю, именно из-за святых и умерших. День памятный, поминальный. Все приезжают, съезжаются. У кого есть, кто здесь на наших здешних кладбищах захоронены, все приезжают с Милана, с других, со всех городов. Именно дать эту должность, долг, память и посетить своих близких, родных, друзей, ну, у кого кто по кому держит эту память. И вот мы тоже сегодня идем. Ну, Массимо вообще ходит часто туда, каждую неделю точно. Каждое воскресенье утром раненько он встает и идет туда постоять, посмотреть, и все. Я уже как-то показывала на своем канале в начале еще моего творческого пути. Это видео у меня есть про кладбище итальянское. То есть то, что я видела, то я и показывала. Ну и сейчас тоже немножко покажу вам, поснимаю там, как у них все сделано. Очень ухоженно, красиво. Ну, я считаю, это все надо делать при жизни. Да. Массимо меня поправил, говорит: а come hai capito che ho detto 9? Ты, говорит, сказала, что уже 9, а еще только 8. У меня еще на машине часы не переведены назад. Он говорит: ты сказала 9, а сейчас только 8. Ну, видите, как мы рано выехали. Поэтому и много людей. Perciò per le strade tanta gente, queste macchine qua, le scuole, sì. Le scuole alle 8, к 8 же все едут в школу, поэтому мы вот как раз и попали на этот трафик с машинами. Жарко, не выношу, вообще жару не выношу, уже не знаю, что с ней делать, с этой жарой. Вот. Когда уже будет прохладненько, воздух, так уже не надо. В одну сторону завернули, уже и тенек. Немножко вас покатаю тоже по нашему городу. Это прям рядом с нами, ну, до первой центральной улицы, скажем. Так, вон, выстригли рисо
Монте Анно Тольятто. Выстригли деревья, которые были уже огромные-огромные. Кое-где так чуть-чуть ухаживают. Кое-где. Не везде, конечно. Не везде. Далеко не везде. То я вас пешком веду, теперь я вас вот по городу, по дорогам нашим. Внутри здесь я тоже редко проезжаю, потому что все время еду по объездной дороге, так как здесь всегда переполнено. Вот так уже выглядит кладбище. Мы уже подъезжаем. Ну да, ну и к подъезду кладбища уже здесь поставили знак, что на машинах заезжать нельзя, потому что будет очень много людей эти 2 дня. Сегодня, завтра. И вот мы тоже оставили свою машину там на дороге. И теперь вот так идем чуть-чуть пешочком. Ну а это делает, уже штрафует, видите? Уже штрафует дядя. Ну это я. Иду такая вся в Дольче Габбана. Вон там продают цветы, шарики продают, видите, сердечки продают. Бонджорно. Ну а это вот царство мертвых. Можно назвать даже дворец. Посмотрите, как красиво, чистенько, аккуратненько. Бегут, идут. Еще вот рано, видите, 9 час утра только. Бонджорно. Здесь у каждой фамилии свои такие домики. Написаны фамилии на каждом домике. Свои владения. А внутри уже там, смотря на сколько человек. Ой, смотрите, как красиво этот оформлен внутри. Посмотрите, как красиво. Очень красиво. Наверное, вот видно. И стульчики есть, чтобы посидеть. Ну, а в этих вот прямоугольниках как раз покоятся люди. Вон Массимо уже стоит около своей фамильной. Вот так сделано. Очень ухоженно, очень красиво сделано. Посмотрите. Очень красиво. Просто вот это, смотрите, очень красиво. Ну а вот
семьи моего мужа. Вот так тоже. Вот так сделано. И сейчас я вам покажу внутри. Вот они все. Все у них тоже на окне. Иисус Христос. Вот там мой свекор в свадебном костюме. Фотография с нашей свадьбы. Сейчас я вам ее ближе покажу. Где нет фотографий, это еще все свободно. И пусть долго-долго будет свободно. Вот столько цветов. Смотрите. Это вот бабушка была его, которая у меня на видео тоже есть. На семейных видео. Уже ее нету тоже. Ну, это вот вся родня. Хочу вам снять цветы, которые здесь стоят. Они все живые, все очень-очень красивые. Ну и это все оформление. Здесь всегда бывают цветы, всегда стоят живые цветы. За этим следят, конечно, семьи. Они между собой это все делят потом, оплачивают. Здесь же вот за свет тоже оплачивается. Вот это горит круглый год, пожизненно. И это все хранение, уход, уборка здесь. За этим всем следят, и это все оплачивается между родственниками. Вот так. Ну, а для тех, кто не знает, хочу сказать, что вот у этой женщины с ее супругом было 16 детей. И это вот, которых уже нет из этих 16 детей. Она была мать-героиня и очень долго прожила. Ей было 94 года, когда она покинула этот мир. Очень была веселая, хорошая женщина. А супруг ее, конечно, ушел на много лет раньше, в 98 году. Смотрю, вот сзади надпись как раз. Вот его надпись, а вот она. Да. Ну и здесь же фотографии ее родителей. Поставили ее фотографии. Прадедушки, прабабушки. Questi sono genitori della nonna. Ah. Sì, sì, è papà. Sì, ho capito. Ну вот. Покойтесь с миром. Пойдемте дальше. Вот такая капелла. Капелла, вот такая. Не могла вспомнить, как же они называются. Капелла называются здесь. Вот эти капеллы семейные, которые выстроили каждый для своей фамилии. Вот здесь по соседству тоже, видите, вот так. Ну, здесь я смотрю, эти вот есть тоже живые цветы, есть искусственные, конечно. Ну а здесь вот прям за таким забором, прям здесь вот арка такая небольшая, видите, старое кладбище, которое уже заброшено, можно сказать. Папа Сармас. Так вот. Кто-то идет, проведывает.
Ну, сегодня еще очень рано, и поэтому здесь очень мало людей. Именно поэтому мы пришли сегодня, чтобы завтра не застать столпотворение здесь. Хочу вам показать одну капеллу, очень красивую, которую сделал он сам, архитектор, и сделал ее своими строители, архитектор, и все сделал своими руками. Очень красивая, посмотрите. Просто дворец. Массимо говорит, что он был обычный строитель и вот имел вот такие золотые руки. Вот цветочный бизнес. Ну, как я уже сказала, они с семьей, фамилией все скидывались. И все эти убранства, цветы, все это они вместе всей семьей. И все, кто там есть, наши, я про наших говорю. Ну, а кто отдельно, они вот так вот покупают, конечно, все идут с цветами. Все, мы вышли. Saluta. Buonasera a tutti. Buongiorno, quale buonasera? Buongiorno a tutti, stiamo ritornando da un posto speciale e abbiamo fatto una visita e stiamo andando a casa. Мы, говорит, сделали свою визиту и идем домой. Идем, возьмем машину нашу. Хотели походить пешком, но жарко. Я что-то тепло одета, жарко очень. Не будем ходить пешком. Может, я потом сама похожу. Вот такое вам сегодня коротенькое видео. Спасибо всем большое. И до новых встреч. Пока-пока.